Всем привет! Сегодня у нас с вами укладка на короткие волосы. Видео будет коротенькое, поэтому вы не устанете его смотреть. Что мы делаем? Мы с вами, конечно же, сначала покрасили свою клиентку, потом ее подстригли и после этого переходим к укладке. Обязательно волосы должны быть влажные. Только на влажные волосы мы с вами наносим укладочные средства. Я использовала легкий спрей для объема и пенку, мусс. А это я вам показала схему. Движение руки все время одно и то же на протяжении всей укладки в любой зоне. Мы с вами должны обязательно разделить на блоки. Вы не должны подкалывать волосы, но если они вам мешают, конечно же, подкалите. Вот здесь я вам показываю движение, как вы должны делать. То есть вы должны все время очерчивать дугу. Мы берем с вами скелетную щетку. И обязательно начинаем с прорабатывания прикорневой зоны. То есть мы с вами должны поднять корень. И по мере того, какая у вас длина волос, вы меняете свою длину расчески. То есть либо короткие зубья, либо длинные зубья. Как видели, в самом начале возле уха у нас с вами идут короткие зубья. И когда я уже поднимаюсь чуть выше, я, конечно же, перехожу на более длинные. И всегда у меня одно и то же движение. И не забывайте, движение должно быть не только по дуге наверх, но и в направлении. То есть вы должны эту прядь уже обязательно направлять. Но у нас бывают еще с вами вихры, поэтому мы на это обратим немного позже внимание, потому что у моей клиентки тоже волос ложится в другую сторону, не туда, куда бы хотелось. И прорабатываем с вами попрядно каждый блок. И, значит, смотрите, я нигде не задерживаюсь. Я поднимаю, направляю фен и не держу вот в этом положении волос. Я как бы обязательно прохожу дугой по нему. Видите, я немножко задержалась, но все же у меня легкое движение, медленное есть. Если вы задержитесь, приподнимая вот на расческе волосы, у вас будет залом, который будет очень сложно потом разгладить. Поэтому, пожалуйста, будьте аккуратны. Делайте так, чтобы не было заломов. Плавно, плавно, плавно. Каждый раз, видите, я когда закончила один блок, я отделяю небольшую прядь. Толстые пряди не надо, потому что вы не сможете их хорошо высушить, и у вас будет плохой объем. Отделяйте небольшие пряди, их легче будет поднять. Всегда мы прядь с вами поднимаем, вот здесь я показываю, выше вашего рабочего пробора. Вот вы отделили блок, и вот вы должны поднять прядь выше верхнего пробора рабочего, как вы понимаете. И вот это движение у нас по дуге, оно у нас постоянное. Вот обратите внимание, я поднимаю выше пробора и не задерживаюсь. Вы, когда подсушили свой новый мокрый блок волос, вы потом постарайтесь обязательно ввести этот блок в нижний блок, для того, чтобы у вас не было некрасивых таких пробелов, промежутков. Хотела вас попросить, вы ставьте лайки, если вам нравится мой канал, и обязательно, конечно же, пишите. Стрижку, которую я сделала этой девушке, я уже закончила, уже отредактировала, единственное, еще не озвучила, поэтому ждите, я скоро обязательно ее выставлю. Вот здесь вот обратите внимание, что я вам показываю. Вот как раз вот этот вот вихор у меня на затылке, и волос ложится в другую сторону тогда, когда мы с вами поднимаем прикорневой объем. Видите, я расческу держу уже по диагонали. То есть у меня с вами ложится вихор налево, а значит расческу я поднимаю и отвожу направо. И дую я под корень обязательно. Но не забывайте, опять же, чтобы не было залома. Волос мы с вами сильно не заламываем. Когда я перешла уже к верхней затылочной зоне, у меня все время движение одно и то же. Вот я вам показала, как я держу расческу. Обратите внимание, я направо увожу расческу и дую под корень. Опять же, вводим нашу верхнюю затылочную зону. Вот сейчас это хорошо видно, в среднюю затылочную зону. И также продолжаем укладку. Как видите, я уже перешла на топ-зону. Вот в данном случае у меня девушка носит пробор.
Поэтому я буду от пробора укладывать. Но некоторые ваши клиенты носить пробор не будут, и поэтому вы должны всегда направлять расческу уже с прядью именно так, как она будет носить. То есть, если не будет пробора, будьте очень аккуратны и тогда укладывайте без пробора. Вот посмотрите, я перешла, волосы у нее ложатся немного направо, как вы видите, к лицу. Явного пробора у лица здесь нет, волос переходит. И я сразу укладываю по диагонали. Я не укладываю четко вниз волосы, а немного я укладываю в сторону. Обратите внимание, как я это делаю. Переходите также на затылок. Вы сушить можете стоять, как я. Некоторые сушат, подходят к лицу. Ну, делайте, как вам удобно, потому что есть правша, есть левша. Я вот, как видите, правша, мне удобнее работать именно так. Но левой рукой я работать также могу, и я вам покажу, что когда я перейду уже на левый висок, у меня будет работать левая рука, и я буду стоять сзади. Вы сейчас это увидите. Вот, смотрите. Я перехватила расческу и также продолжаю движение по дуге. Я приподнимаю расческу выше рабочего пробора и направляю волосы вниз и, как видите, немного к лицу. То есть вы сразу даете волосу направление. Это вот обязательно, потому что когда вы высушите волос, вот смотрите, видите, я даю направление к лицу, обратите внимание. Я специально здесь немного замедлила для того, чтобы вы видели. Видите, я направляю волос, сушу именно так, как он должен лечь, потому что здесь бывают также вихры, и вот таким вот образом, вот такой техникой вы можете вихры укротить, они будут лежать уже в нужном вам для вас направлении, ну, для вас и для вашей клиентки. Постарайтесь разрабатывать все-таки обе руки, потому что не всегда корректно стоять перед клиенткой как бы животом, да, то есть вот перед ней, перед ее лицом. И вот смотрите, пожалуйста, если вы не хотите делать пробор, вот запомните, как я вот это делаю. Видите, я немножко маскирую свой пробор и волосы сразу направляю. Видите, у меня как бы нет явного пробора на топ-зоне. И я ввожу, как вы видите, у меня же волосы уложены и назад, и вперед немного по диагонали. И вот такими вот движениями, когда вы дуете под корень, вы сразу же даете направление именно волосам, как они должны лежать. Поэтому постарайтесь просто сделать плавные переходы, потому что все-таки укладка, она красиво смотрится, когда все плавно. После того, когда вы закончили работу со скелетной расческой, вы переходите обязательно к брашингу. Брашинг у нас с вами соответствует длине волос, да, наш диаметр брашинга. Здесь у меня, какой у меня здесь? Наверное, где-то 24-25. То есть у меня здесь небольшой брашинг, потому что длина волос у меня короткая. И так как волос все-таки у нас короткий, здесь есть сложность. И вы посмотрите, как я работаю. Вы видите, я работаю без, скажем так, на расческе бывают такие иглы. Такая спица бывает, вы, наверное, знаете. Некоторые работают с помощью нее. Я не работаю с помощью вот этой иглы от расчески, я работаю пальчиками. У меня мизинчик, у меня есть красивые ногти на руках, и это мой инструмент. Вот обратите внимание, как я подхватываю прядь мизинчиком. Мизинчик у меня работает именно тот, который рукой, которой я держу фен. И обратите внимание, мизинчик также мне приглаживает прядь, потому что вот конкретно у этой моей модели волос достаточно стеклянный, он очень упругий, он очень прямой. И вот обратите внимание, как я поддерживаю прядь, видите, вот пальчиком. И самое главное, почему прокручиваю расческу несколько раз. Волос обязательно должен лечь в пазы. У нас на любом брашинге есть пазы, то есть зубчики, и волос должен очень равномерно распределиться для того, чтобы мы с вами его отгладили и плюс еще накрутили.
Но, опять же, слово накрутка. Очень аккуратно с накруткой. У нас с вами не должен быть баран, у нас не должны быть с вами какие-то отдельные локоны. Мы должны с вами накрутить прядь, отгладить ее, но кончик сильно не закручивать, а чуть-чуть подтянуть. Вот я вам показываю, как я мизинцем придерживаю волос, чтобы он у меня не соскакивал с пряди. Так вот, вы накрутили волос, несколько раз прокрутили брашинг для того, чтобы волос лег в пазы. После этого вы прогрели хорошо волос еще и дали волосу остыть. После этого только вы тогда его отпускаете. Вот вы видели, я дала остыть и отпустила. Это обязательно делайте для того, чтобы у вас сохранился объем. Вы проработали блок, вы взяли, естественно, по толщине прядь, соответствующую диаметру вашего брашинга. Посмотрите, видите? Я взяла прядь, направила, сделала. Когда я беру следующую прядь, просушиваю ее, помогаю себе мизинцем. Вы видите, я сразу направляю к лицу их, да? Посмотрите, у меня получилась накрученная прядь сейчас в данном случае. Но после этого я возьму и пройду, я захвачу верхнюю прядь и нижнюю немного, я их соединю. И у меня будет очень плавный переход. Видите, я соединила две пряди между собой. Сейчас очень сложное время, я вам пыталась несколько раз показать в прямом эфире стрижки. Такие достаточно интересные я подобрала, и то, что не получился какой-то эфир, хотела переснять. Но, к сожалению, сейчас такое положение очень сложное для всех. Я прошу всех держаться, не злиться друг на друга. У нас у самих здесь просто сплошные стрессы из-за этого. Никто никогда не хотел такой ситуации, которая у нас сейчас. Так что давайте поддерживать друг друга. Вы знаете, что я вас всех очень люблю, я всех вас уважаю. И, конечно, вот эта трагедия, давайте мы будем все-таки очень дружелюбны друг к другу. И обратите внимание снова, как я работаю с расческой. Здесь я немножко, конечно, накосячила для вас видео. Что-то я немного подустала уже от всех событий. Ну и все-таки 8 марта, скоро, работы много, и я надеюсь, у вас также. Обратите внимание, как я делаю у лица. Наверное, там дальше еще будет лучше видно, но в данном случае у моей клиентки челка падает вниз. И я сначала ее укладываю в одну сторону, а потом приподнимаю и расческу поворачиваю по диагонали. Вы просто сейчас обратите внимание, наверное, я это буду делать. Видите, всегда, если клиент у вас засыпает, значит, он вам полностью доверяет. Моя уже девушка, как видите, заснула. Посмотрите, как я работаю мизинцем. Вот расческу я повернула в диагональ. Видите, я перенаправила челку, потому что я, когда подняла ее просто прямо, расческу, видите, челка у меня упала, а я хочу челку приподнять и убрать в сторону с лица, потому что мне нравится на моей модели открытое лицо. И вот таким вот движением, то есть перенаправляя расческу в диагональ, вы всегда можете поменять направление волоса. Вы, конечно же, и слева, и справа стараетесь создавать одинаковый объем. Но здесь я, конечно, работаю сейчас перед вами, а не перед зеркалом, что, конечно, очень неудобно. Потому что я не вижу, скажем так, лево и право. Но здесь вот что такое я сейчас сделала феном. Вы можете разбить свою укладку, сделать так называемо живенько. Но здесь у меня была конкретно стрижка, и мы ее дорабатывали, эту стрижку. Поэтому я все волосы очень тщательно сдула. Ну, потому что сейчас мы будем фиксировать. Моя клиентка любит, скажем так, касочку. Она любит, когда много лака. Но хозяин всегда прав, да? То есть если ей так комфортно, делайте как комфортно. Некоторые не любят совсем укладочные средства, вы укладываете без укладочных средств. Всегда клиент должен от вас выйти в идеальном состоянии, да? У вас не должно быть не до. Всегда должно быть очень красиво на волосах.
Даже если это и не укладка, а сушка по форме, это все равно выглядит красиво. Я, кстати, в основном стрижки сушу, я не укладываю. Просто есть наши клиенты, которые имеют старую закалку, и они любят именно вот эти вот укладочные средства. Ну и, конечно же, после того, когда мы с вами уже подстригли, да, доработали, уложили, мы с вами должны зафиксировать. Вот такими мелкими движениями я раскладываю волосы именно так, как, ну, скажем так, нравится мне, как бы я хотела видеть свою клиентку. Но опять же, если у меня какой-то тут вам не понравится моментик, вы имейте в виду, что я делаю это именно перед вами, а не перед зеркалом. Зеркало у меня за спиной, и, конечно, лучше, чтобы вы смотрели через зеркало, потому что и у вас будет более идеальный результат. То есть у вас будет везде равномерно масса распределена волос. Ну, на мой взгляд, очень неплохо получилось вот эта вот и стрижка, и укладка. Так что вы обязательно пробуйте, приходите ко мне на обучение, я вас всему научу и как стричь. Я очень люблю классические стрижки, соединяю формы, получается просто шикарные стрижки, которые долго носятся. Красить, пожалуйста, добро пожаловать, расскажу, не без привязки к бренду. Все сможем, все сумеем, укладки, ну, кому что нравится. Так что не обязательно с нуля, хотя можете и с нуля, тут для меня проблем нет. Все расскажу и покажу. Я, как всегда, вас всех люблю. Я вас всех поддерживаю. Вы поддержите, пожалуйста, меня. До встречи с вами. Всем хорошего вечера, дня, ночи, утра. Что у вас там? Всем пока-пока. Досматривайте. Сейчас в самом конце у нас с вами будет она во всей своей красе, со всех сторон будет вид. Вот она.